Мальчики, девочки, приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня будем смотреть расклад на тему, о чем вас хотят предупредить хранители вашего рода в преддверии праздника Самай. Праздник замечательный, удивительный по своей структуре, давайте скажем так. О самом празднике я запишу видео уже завтра. Сегодня у нас 29 октября. Этот расклад вообще я не планировала, но меня за него усадили, скажем так. Смотрите, какие вопросы будем поднимать. И по какой вообще причине будем поднимать их. 3 дня назад я выложила видео в YouTube, как прошли ваши чистки. И буквально в этот же день у многих пошли атаки. Атаки от недоброжелателей, разумеется. И атаки определенного рода. Что за атаки вообще, я просмотрю уже завтра в следующем видео. А сегодня я хочу посмотреть то, о чем я уже озвучила. Хочу посмотреть, от чего вы сейчас очищаетесь, к чему устремились, куда вам двигаться и от чего вы должны быть предупреждены вашим родом и что вообще с вами происходит. Возможно, сейчас у многих из вас такое состояние, когда вы не понимаете, да, где вы вообще, что вы, и по энергиям очень тяжело, в общем, проходит сейчас время. Это, в принципе, нормально. Еще такой момент. Я, наконец-то, приобрела книги, которые очень мне нравились. В общем, все как-то я отлаживала этот вопрос по ним, и так случилось, что мне их подарили. И вот эту часть вы сейчас видите. В общем, теперь с этой стороны видео всегда будут как вам маленькие подсказки. Это буквально я открыла книгу на странице, которая мне захотелось. Я не выбирала. И что здесь написано, можете остановить видео, почитать. Если вкратце, здесь сказано есть Атам-нож, да, это его прототип. Здесь, в принципе, вам информация будет это видна. Также еще подсказка вам идет о том, чтобы вы больше как-то узнали о своей семье, про свой род, об истории рода. Это каким-то образом вам поможет понять их, услышать, принять и осознать вообще, чего они хотят и желают. Так, теперь давайте непосредственно к раскладу. 3 варианта, выбирайте свой, пока я буду разглагольствовать по поводу выкладки карт во время их подготовки к раскладу. Итак, в общем, из Таро Дикого Леса в дизайнерском моем исполнении я беру сегодня только старшие арканы. По ним я буду смотреть, о чем же вас хотят предупредить. Но при подготовке маг и шут выпал. О чем это говорит? Либо же вы где-то... В общем, я буду смотреть еще, либо же кто-то набокопорил магии, либо же здесь обнуляются магические атаки на вас определенного рода. У каждого сейчас своя война, у каждого свои недоброжелатели, но смысл от этого не меняется. Сейчас очень обострена война темных со светлыми. Посему, скажем так, покой нам только снится. И всегда мы должны быть на страже собственных границ.
Так, по Таро Паулины, тоже в моем дизайнерском исполнении, у нас выпал туз Пентаклей и Солнце. То есть, смотрите, все ваши желания, мечты, устремления, которые идут по вашему сердцу, по вашей душе, это все будет осуществлено. Как бы вам в это сейчас, возможно, некоторым и не верилось. По оракулу теней, во-первых, часто выпадает уже который расклад у меня, карта Самайн. Буквально, наверное, 3-й расклад. Сегодня при подготовке тоже карта Самайна выпала и полнолуние. То есть то, что нас ожидает 31 декабря. Опять я второй уже расклад подряд вспоминаю эту дату. 31 декабря. Что-то для многих из нас в этот день произойдет судьбоносное, видимо. Так вот, выпало полнолуние и карта Земля, целительство. То есть о чем это здесь говорит? О том, что в это полнолуние вам нужно исцелять себя. Нужно работать на природе, либо же с природой, сделать подношение, либо же просто погулять на природе. Поверьте, если погуляете еще на местах силы, то есть это будет не просто прогулка, а лечебная прогулка. Так, и по Таро Веретника у нас идет предупреждение. Смотрите, выпала карта благополучия и скрытый умысел. Потом я дополняла, карта выпала здесь жадность, я просто просматривала, я ее уже не стала доставать. О чем это вообще говорит? Вы знаете, вот это вот сочетание созвучно с вот этим. То есть здесь я больше склонна к тому, что многих из вас предупреждают о том, что в ваше пространство захочет войти человек, якобы под благовидными намерениями, но со скрытым умыслом из-за своей собственной жадности. То есть зависть вашему статусу, вашему всему тому, чего добились вы и что просрали они. Давайте будем честны. Еще такой момент. Вы уже привыкли к тому, что у меня обычно присутствуют свечи. Так вот, сегодня, то есть, помимо того, что эти свечи защищают меня, сегодня они будут очищать вас. Свечи эти работают на рунах сейчас, в данный момент, на очистку. Но очищать будут лишь тех, кто не занимается неблаговидными поступками. То есть тех людей, которые не влияют на волеизъявление других людей. Вот так вот. Все остальные получат то, что получат. То есть в каждом моем видео стоит защита определенного характера, которая может послать очень большие проблемы моим лично недоброжелателям. Так что, коль вы уж попали сюда, это я сейчас обращаюсь к своим недоброжелателям, значит, на то была чья-то воля свыше. Итак, давайте будем приступать к раскладу. Так. Надеюсь, вы с вариантами уже определились для себя. Давайте я еще вот так вот их положу. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. И мы приступаем к первому варианту. Голубой камушек, хочу сегодня сюда их ложить. Так, смотрите, на старших арканах мы сейчас смотрим общую тенденцию, о чем вас хотят предупредить хранители вашего рода. Не просто ваш род, а именно хранители из рода. Структура родовая очень сама по себе необычная, как как нами принято считать.
Там есть тоже своя иерархия среди них. Поэтому сегодня вот хранители. Значит, так надо. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим, о чем же хотят предупредить вас сейчас, в данный момент, в преддверии Самайна. Те, кто попал на расклад не в это время, а там через полгода, в общем, не в этот праздник, не в его преддверии. Значит, эта энергия, эта тема для вас актуальна именно сейчас. Итак, это было легкое отступление. Итак, смотрим, о чем вас хотят предупредить. Первый вариант. Итак, мальчики, девочки, буду обращаться... Давайте так, буду обращаться к девочкам. Ну, я сама девочка, мне так привычнее, да. А вы, мальчики, пожалуйста, уже на себя переворачивайте расклад. Я думаю, это несложно, если кому из вас действительно интересно меня смотреть. Итак, девочки, смотрите, в общем, всю вашу стабильность хотят обнулить. Если вы мама, жена, если вы занимаете определенный пост, все это хотят обнулить, лишить вас этого. Вы об этом сейчас должны знать. Также здесь хотят обнулить ваше умение. Здесь не сколько возможностей, само собой разумеющееся. Здесь еще обнулить ваше умение общаться с людьми, договариваться о том, что вы хотите, чего вы хотите от людей, донести верно, правильно, расставить приоритеты. Вот эту вашу императрицу хотят вогнать в шута, понимаете? То есть, если не вогнать, то хотя бы пошатать ваш трон, на котором вы восседаете. А вы на нем восседаете заслуженно. У вас хорошо интуиция развита. У вас 4-я чакра хорошо работает. Вы умеете заботиться. И неважно, семья это ваш муж, ваши дети, либо же этот ваш коллектив в том деле, в котором вы занимаетесь работой с любовью. Вот о чем вас хотят предупредить на данный момент. И знаете, для чего это делают? Для того, чтобы вас втянуть в какой-то союз. То есть якобы вы, будете обессилены своим статусом. Нет, неправильно сказала сейчас. Вас немножечко понизят в вашем статусе за счет вот этих обстоятельств и думают, что вы таким образом будете более уязвимы для того, чтобы вам насадить свою волю. Для того, чтобы с вами завязать отношения. Для чего, сами понимаете, вы императрица, вы ресурс. Здесь также выпадает у нас жрица и справедливость. Буду еще смотреть так, потому что, в общем, мне так идет. О чем это нам говорит? О том, что вы сами по себе, если занимаетесь практикой, то есть здесь ведьмочки меня смотрят и ведьмаки, в хорошем смысле этих слов, вы по справедливости все откатываете, понимаете? Вы, не делаете ничего того, что делать нельзя, как в магии, так и в отношениях, в социуме, в дружбе, в любви. Вы любите правду. И вы знаете, вы как этот страж стоите на границах этой правды и не даете даже близким к себе людям перешагивать эти границы. Вот так вот. И о чем вас хотят предупредить? О том, что скорее в последние 3 дня до этого момента на вас вот эти атаки и были произведены.
Вот то, что я описала только что. Теперь давайте посмотрим. От чего вы сейчас на данный момент очищаетесь? Ну, здесь я уже вижу, что люди, практикой занимаются, чистки, защиты, ритуалика, как бы идет. Если даже вы не занимаетесь этим, то у вас настолько сильная интуиция, что, вам не нужно вникать в это, да, глубоко. Вы и так этой магией изнутри обладаете. То есть у вас есть ваши защиты от природы. Но я, скорее всего, склонна к тому, что здесь люди, которые практику магическую производят. Почему? Потому что здесь видно практику. Здесь видно практика. Итак, раз выпало, оставим шестерку жезлов. От чего вы сейчас очищаетесь? Помимо того, что идет практика, идет борьба, война, параллельно мы еще, сражаясь, мы все равно очищаем свою карму. И вот я хочу посмотреть в этом аспекте, от чего вы очищаетесь, от чего идет очищение ваше. Ой, две императрицы, две справедливости. Видите, да? Справедливость, правосудие. Ребят, здесь я четко вижу, что вас лишают вашего трона, вашего статуса. Здесь просто аннулируют все ваши начинания, все ваши... Вот понимаете, у вас был план, все было классно, все было договорено, но сделки срываются. Деньги, допустим, не приходят те, на которые вы рассчитывали. Но это лишь внешняя сторона. А внутренняя, знаете, в чем подвох более сильный? В том, что вас хотят лишить вашей интуиции и вашего разумного взгляда на ситуации, которые вас окружают. Вас хотят лишить вашего справедливого вознаграждения, то есть забрать ваш, по праву ваш. То есть здесь нужно, до конца Самайна еще пахать и пахать по ритуалике в магии. А здесь на вас это уже сработало, получается, от чего вы очищаетесь. Так, теперь смотрим, к чему вы стремитесь. И знаете, здесь еще идет такой момент, что суть расклада, да, о чем вас хотят предупредить. Воспринимайте все это как предупреждение и как ваши недоброжелатели, возможно, хотят, чтобы у вас сложилась линия судьбы. Вот. Так. Куда вы стремитесь, к чему смотрим? Ого-го! Так, смотрите, да, здесь идет информация четко о том, что вас пробили, денежный канал пробит, хотят лишить вас вашего ресурса. И знаете, чего хотят еще? Куда, чтобы вы устремились? Чтобы вы первое начали двигаться в сторону семейных, счастливых, возможно, не семейных, но к
счастью, с определенной личностью. Это рыцарь мечей. То есть человек ненадежный, человек, который лжет, обманывает, манипулирует, человек, который под сущностями. Человек, от которого никогда не добьешься правды, истины, не узнаешь, что на самом деле у него в жизни происходит. Здесь оригинальный. Знаете, чем оригинальный? Тем, что он актер погорелого театра. Он конфликтный. Да, он все время в движении, он, знаете, такой динамичный товарищ, но вот здесь даже на карте петух изображен, понимаете? Это просто петух. Вы не должны жертвовать собой ради пустых обещаний, пустых целей. Хотят, понимаете, здесь хотят вас вывести на эмоции, на конфликт, возможно, чтобы этим как-то вас эмоционально привязать к себе. Понимаете, чтобы вы хоть как-то отреагировали на того персонажа, от которого вы отвернулись. Вы императрица, вы ушли в себя, вы пошли по своему предназначению, в свое дело. Кто в работу ушел. А тут кто-то не успокаивается. Вот такие, вот для чего это было все сделано вашими недоброжелателями. Так, куда вы движетесь? Смотрим, куда вы движетесь. Да, таким образом хотят, чтобы, возможно, здесь ваш бывший партнер думает, что у вас есть семья, либо у вас есть семья. Он хочет, чтобы вы оставили того человека, который рядом с вами, и сделали выбор в пользу вот этого рыцаря мечей, то есть недомужчинки, причем вот по десяточке кубков, чтобы вы понимаете, вот прям с ним семью хотели. А здесь лапша на уши о семье. У человека там может быть вообще семья за спиной стоит, да? Здесь главное ему получить от вас то, что он хочет. А он хочет получить ваши ресурсы. Ему с вами хорошо, радостно, комфортно, радости хочет. Понимаете, именно вот вы ресурс. Это не только деньги, это энергия, ваша энергия. Он как вампир забирает, ему классно, хорошо, у него подъем в работе в той же идет, а у вас спад энергетически идет. Вот о чем вас хотят предупредить, куда вы движетесь. То есть первый вариант, будьте бдительны. Принимайте какие-то меры обязательно. И теперь давайте смотрим, от чего вас хотят еще предупредить, помимо вот этих первых 3 карт. Кто будет просить у вас помощи, особенно финансовой, не вздумайте помогать. Вы получите 5 мечей для себя. То есть, если одолжите деньги, их не увидите обратно. Если отдадите свой ресурс, придется восстанавливаться долго. Возможно, вы сейчас что-то как будто бы выбираете, понимаете, для себя. Не стойте на вот этом перекрестке, то есть, знаете, поставили вас на выбор, либо отказываетесь вообще, либо быстренько выбрали и не топчитесь на месте. То есть вот этого еще от вас хотят. Пока вы топчетесь, ваш ресурс крадут. На вас крадник есть. Тут люди настроены любыми методами и любой магией достичь вашего поражения. Ваши недоброжелатели. Так, расклад пошел немножечко не так, как я планировала в начале, но опять же таки, значит, меня так повели. Делаем вот так.
Посмотрим еще сейчас в деталях. Так, вот так вот сделаем это. Хочу сейчас в деталях посмотреть на оракуле теней, куда вы движетесь. И, блин, порталы тут понастроила, и теперь карты не вылазят на меня. Вот. Вот эти карты я пока отложу. Так, о чем я говорила, вы помните, куда вы движетесь. То есть, чтобы вы сделали выбор в пользу не того человека, с которым вам хорошо, или, возможно, вы находитесь в отношениях, чтобы ваша семья разрушена была. Вот посмотрим еще, уточним. На оракуле теней, куда движения хотят ваши направить. Да, хотят, чтобы вы выбирали между настоящим или же своим будущим и прошлым. Не шли в будущее. Кому-то на вольт делали, кому-то на фотографию, либо же на ваши личные вещи, либо ваш биоматериал был использован. Еще здесь пробивают ваши защиты, убирают ваших фамильяров, духов-помощников, либо же просто атаки на дом на ваш идут, то есть подклады, вот это хотят убрать, аннулировать. То есть информацию вы получили, надеюсь, во благо будет. Обращайтесь к своему роду, работайте огнем. Подношение сделайте. Хлеб. Если сами что-то печете, возможно, вы вообще сегодня что-то спекли и попали на этот расклад. Вот именно эту пищу и пойдите, отдайте в дар вашим хранителям рода. Магический ритуал вам нужно проводить. Обнулять это все. Здесь чистку нужно себе сделать. Так, теперь смотрим вот эти карты. От чего вас хотят предупредить? О том, что... Смотрите, подарки еще, кстати, не принимайте, потому что подарок будет сюрпризом вам. Ну, то есть с определенной магической программой. И это будет, кстати, приведет вас к безденежью. Ну, то есть пробьют финканал еще больше. У вас и так тут не персиковые плантации, понимаете? Уже на данный момент складываются. Хотят еще больше вам нанести урон. Так, смотрим. Более жесткие вам подсказки. Чего вы должны быть предупреждены? Следите за теми людьми, которые жадно относятся к любым аспектам. Это не только деньги могут быть. Ну, возможно, совет вы уже сейчас получили о своем благополучии. Ну, что здесь за жадность, не могу понять. Ой, урок на жадность, что ли, у вас тоже? Урок на... Знаете, здесь еще какой момент может быть? Ребят, вы не обижайтесь, пожалуйста, но мы, бывает, проживаем свою жизнь, да, и... как бы вроде бы и не считаем себя жадными, да, и
поделимся, там и то отдадим. Но здесь идет момент, когда вы вкладываетесь или вкладывались не в тех людей, не в те отношения, не в те обстоятельства, а в других аспектах вы начали зажимать свой ресурс, даже те же деньги, то есть и пошел дисбаланс в ваших вот этих энергиях, понимаете? И на самом деле вы, когда, возможно, и помогаете, и тратите деньги, вы их не тратите с радостью, понимаете? Не балуете себя. Вы как вот для дома, для детей, там, на то, что нужно, вы, ну да, как бы все распланировали, все потратили, да, там, а вот для себя, для своей радости, причем, знаете, вот купили, что нравится, все, вы радуетесь, вы не думаете о том, что, ага, сейчас мне не хватит, допустим, на то, что вот там, ну, к примеру, да, я там обои хотела переклеить в какой-то комнате, мне теперь на них не хватит. Мать их за ногу, те обои. Придет время, вы переклеите, вы вообще евроремонт в квартире сделаете. Понимаете? То есть, но здесь и сейчас, в этом моменте, когда вы себе что-то покупаете, вы должны радовать себя. То есть радоваться этому и не думать о том, что да, я потратила. Как потратили, так они и придут. Вы императрица, здесь вам положено это по статусу, по вашему, понимаете? Какое-то вы известие получите. Скорее всего, что это этот расклад. Смотрите, защиты свои пообновите. Даже если будете делать чистки, защиты обновили, делайте чистки. Да, чистки снесут ваши защиты. И вы их поставите потом снова после чистки. Но защиты ваши всегда должны на вас быть. Вот этих вот лицемеров, которые по надменности к вам идут, от них известие какое-то вам будет. У вас тут наставник идет, тот, кому вы прислушиваетесь. Этот наставник вам подскажет, как вам выйти из этой ситуации, дабы вы, свое благополучие отстояли, да, и не дали его уворовать вот этим недоброжелателям. Здесь, понимаете, здесь не только отношения могут быть между партнерами, здесь отношения могут быть любого плана. Вас хотят увести с того курса, который вы для себя наметили, дабы сожрать ваш ресурс, дабы вы кому-то лучшее расположение, понимаете, начали чувствовать. То есть, если вы сделали выводы о том, что человек говно, вот этот человек хочет, чтобы вы поменяли свое мнение на противоположное и снова на него смотрели, понимаете, с вдохновением, с замиранием души и сердца. И, в общем, ресурс ваш они хотят, понимаете, и много чего здесь делается, конечно. Смотрите, этот ваш наставник, он вам поможет достичь вашей власти, то есть, вот это вот все обнулить и, чтобы вы вышли на новый уровень. Вот так вот. Тут сплетни о вас идут. Да, очень много сплетен, и влияние на вашу психику идет. Хотят вас и привязать, для кого это и приворот, для кого это и программы, как на приворот, часть из этих программ делают, дабы вашу психику подогнуть. То есть смысл вы
в принципе, уловили, смотрите, предки. А знаете, здесь еще что? Ну, они свою расплату-то получат, предки вам помогут. Они здесь еще, короче, хотят, чтобы ваша связь с вашим родом, поняли, обнулилась, чтобы ваш род к вам не смог достучаться. Интуицию вашу притупить хотят. Вот чего хотят. Здесь человек, который против вас, он тоже имеет магические способности и... подлость какую-то против вас строит, но вы защиты повыставите, и они получат трандулей, узниками будут. Какие-то известия получат. Ага, получат известие о том, что их договора с миром темных закрыты, и они больше не имеют, ну, магия, все уходит от них. Это по высшему суду. Ну, в принципе, отлично. Чё? За то, что против вас пошли, накажут потерей дара, потерей магических способностей. Ну, значит, так и должно быть этому человеку. Потому что здесь, конечно, да, спектр такой многоплановый по вам идет. Работают, не покладая ручонок. Вот так вот. Поэтому руку на пульсе держите, пожалуйста. Скажем так, не отступайте. Не бойтесь, не переживайте и не отступайте. Так, первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь вашими историями. Мне будет очень интересно прочитать их. Обратная связь, конечно, мне тоже очень интересна. В каком плане? В том, что когда я читаю ваши сообщения, я понимаю, что то, чем я занимаюсь, оно приносит пользу. Вот. Да, здесь и ваши способности хотели закрыть. И смотрите, еще такой момент. Но этот человек будет отрезан от вас полностью. Это тоже. И еще секунду. Разрывайте каналы, пожалуйста, на ментале, и руникой, и ритуаликой. Разрывайте каналы связи с этими людьми. Возможно, вы уже это делали, они взбесились и по новой начали что-то их как-то, ну, восстанавливать. Вот это вам нужно разрывать. Тут просто, если не будете этого делать, останетесь в 8 мечей. Хотят ваш дар, понимаете? В страхе вас загнать, чтобы вы не развивали ни свой дар, ни себя, не двигались в будущее. Вот так вот первый вариант вам еще. Такие вот подсказки. Так, всем пока-пока по первому варианту. А мы переходим ко второму варианту. Белые камушки. Смотрим теперь вас, что у вас там за ситуации и о чем вас хотят предупредить хранители вашего рода. Так, на старших арканах снова смотрим общую картину того, о чем хотят вас предупредить.
Ребятки, а здесь что идет? Боязнь известности у вас или что? Та фортуна, которая к вам идет в руки, это по справедливости. Вы этого, вы это заслужили. Возможно, у вас есть страх больших денег, страх власти, страх еще... То есть проработать эти моменты. Здесь у вас, классно как бы. Да, смотрите, здесь вы здесь это ваш род. Здесь кармическая ситуация. Вы должны проработать себя. Вы должны провести полную переоценку ценностей и достичь согласия с самим собой в первую очередь. У вас вообще все шикарно. О чем хотят вас предупредить? О том, что не останавливайтесь на достигнутом и убирайте свои страхи, какие бы то ни было, и просто, прите вперед. У вас есть шанс, вам дается шанс свыше, и от вашего рода не упустите его. Что у нас еще здесь? Смотрим, от чего вы сейчас очищаетесь. От десятки мечей что-то вы закончили. Ситуация долго у вас это длилась. И ситуация эта связана с магическими воздействиями на вас. Вы от магии очистились. Были люди, которые на вас влияли, поджирали ваши ресурсы очень длительное время. Не буду сейчас углубляться, почему, когда, по какой причине. От этого вы уходите, все. Больше так, как было, не будет. Ваше теперь останется вашим. То есть здесь уже провели ритуалы. И обратный ход колеса запустили, то есть отзеркалили, все своим недоброжелателям. То, как вы жили, что-то не могли отпустить, что-то не могли проработать, да? Где-то не везло, стараетесь, делаете, а не получается. Все, теперь это все негативное из ваших ближайших 5 лет жизни уходит к вашим недоброжелателям. Но только умножьте на 3 как минимум, а то и на 6 раз. Это теперь будут отрабатывать они. За то, что влияли на вас долго. То есть магию на вас все время подделывали. Ваше забирали, крали, использовали, просирали. И вы как тут встрепенулись и сказали: все, хватит. И, видимо, раздали пиндюлей хороших. Вот от чего вы очистились. Так, смотрим, куда вы стремитесь, к чему вы стремитесь. К чему вы стремитесь, ребята? Вы здесь себя мороки снимаете, вы себя исцеляете, вы убираете из себя иллюзорность, которая была вам присуща. Вы сейчас осознаете, что вы вообще мир как в перевернутом виде, понимаете? Вам его перевернули и время. Вот, куда вы стремитесь. Здесь еще кто-то в поисках своей второй половины. То есть все, вы от чего-то отказались прошлого и теперь работаете над собой, дабы привлечь к себе достойного партнера. Но мороков на вас было очень много, чтобы вы вот ту магию не замечали, пока на вас влияли, да, и ваш потенциал кушали. И, кстати, из-за этой магии вы и не могли встретить того, кто вам действительно предназначен. Не кармический учитель, а тот уже, с кем вы будете счастливы и с кем будет спокойно идти по жизни рядом.
Куда движение ваше идет? Во втором раскладе рыцарь мечей и король мечей. О, ребят, куда у вас движение? Вы будете воевать за все свое с королем мечей. То есть это человек из прошлого, может быть, человек, предавший вас, который холоден, который не давал эмоций, не давал чувств, скрывал их, а вами манипулировал. Ну, такой жесткий товарищ такой, знаете. Властный такой, решительный, но это король мечей, понимаете, это не император и не жрец. Вы знаете еще, что здесь? Вы, прежде чем даже в магии проводить ритуалику, простройте план действий, как на войне, если хотите. Как в шахматной игре, вы должны продумать все наперед и действовать четко, и с холодной головой, никого не жалеть. Если после вашей чистки с обраткой кто-то двинет кони, значит, так и должно быть, поверьте. Значит, эти люди просто, кроме вас обидели еще порядком много кого, и вы просто как спусковой, знаете, вот рычаг будете для вот этой справедливости над ними. У вас сейчас еще идет такое время, когда вы имеете право по справедливости отстаивать все свое, все свои надежды, устремления в себя. И просто, лупить безбожно. Смотрите, рыцарь мечей, король мечей. И видите, как прикол? Прикол-то в чем? Вот ваши надежды. Вот ваша звезда, да? Это также ваша связь с родом. И рыцарь мечей держит здесь меч, а король мечей с этой стороны. То есть вы как... Здесь еще два охранца могут к вам выйти, то есть из вашего рода. И они как по бокам, видите, этими мечами охраняют вашу звезду. То есть духов рода просите, пожалуйста, пусть помощники к вам выходят. Вас на все не хватит, вы должны быть в своем ресурсе, в своей звезде по справедливости. А они вам помогут. Вот куда вы движетесь. То есть это не означает, что нужно, повторюсь, да, закидывать кого-то порчами, тоже приворачивать кого-то, отворачивать. Там свыше разберутся, что с ними делать. И, здесь люди, я вижу, которые, от себя прорабатывают, да. То есть вам, возможно, это даже не интересно, но я на всякий случай этот момент озвучу. Нет, здесь чистки с обратками, причем не точечные, дабы, полетело тому, кому положено получить, понимаете, за их дела-то, по вот этой вот магии, по своей. Здесь еще знаете, какой момент? Здесь тоже как мужик из прошлого проходит, либо же, партнер. Когда-то нанес вам очень большие обиды, предавал, предательство колоссальное было, вы долго из этого не могли выйти. Он, кстати, тоже на вас магию наводил. И мороки, и иллюзии, в общем, весь вот этот вот спектр чудес. Куда движетесь? Вы движетесь к тому, чтобы получить 2 погранцов, охранников для себя. Духи рода встают на вашу защиту. Так, сразу на оракуле теней смотрю. Дополнение, куда движение ваше идет. Работа с духами рода. И знаете, здесь из рода выйдут темные, жесткие, властные,
при жизни обладавшие колоссальными способностями в магии, которые занимались темной магией. Но если вы держите в себе баланс и четко знаете, что вы идете по свету, они вам просто придут в помощь, вы с ними поработаете, то есть равноценный обмен произойдет, они выполнят свое, вы свое предназначение и расходитесь, к вам следующие приходят из рода. То есть слишком себе не льстить, слишком не вгонять в себя, ах, я вам сейчас раздам трандулей. Вы в этой звезде, они свою работу выполнят. Вы делаете свою, прорабатываете себя. Ну, поверьте, звездюлей отгребут ваши недоброжелатели. Ой, как хорошо. Тут просто... Тут, ребятки, шикардос будет. Смотрите. Хо-хо. Хо-хо. Куда вы движетесь? Вы обнуляете свою родовую какую-то деструктивную программу. Вы очищаетесь. В это полнолуние на Самайн. 31, кстати, октября. 19:38, по-моему, по киевскому времени. Вам в это время очень нужно... Что за словосочетание? Ну, в общем, как идет. Смотрите, вам нужно находиться в очень приподнятом настроении, то есть радоваться чему-то. Посмотрите, когда у вас там по вашему региону будет полнолуние, или же если вы вообще работаете, там ритуалика будет выездная на местах силы, то есть, ну, здесь прям, ну, надо вот с радостью. Даже если нет настроения, но не знаю я, что надо сделать вам. В общем, его надо поднять. Я хочу сейчас еще уточнить, что здесь. Ага, заключение договоров через места силы с определенными божествами у вас будет. Смотрите, говорю с божествами, то есть, ну тут Один, сейчас Самайн это Один, Велес. У вас как договор с этими богами будет. То есть вы дары принесете, и у вас как сделка с ними. Только знаете, что... Ну да, вы тут будете заговоры какие-то читать, произносить. Знаете, что здесь? Смотрите, второй вариант. Короче, у кого выездная ритуалика на местах силы, или просто вы будете дома, сделаете алтарь, сделаете там, да, как к празднику подготовитесь, и будете общаться вот с божеством, это не суть важно. Вот все, что вы попросите в этот день, в ночь с 31 октября на 1 ноября, вот для тех, кто будет смотреть меня, ну, не перед этим праздником, так, 29 сегодня, да, то есть вот вы сегодня посмотрели этот расклад, завтра, значит, послезавтра, в ночь с послезавтра на следующий день, вы вот это вот все, ну, делаете, значит, это будет ваш день силы, когда все ваши слова будут услышаны напрямую, ну, богами. И они вас услышат так, как будто бы вы стоите рядом с ними и можете даже их обнять. Здесь идет с трикселем, короче, еще поработаете. С вот этим знаком, триксель, почитайте в интернете, в общем, кто не в курсе. Но здесь люди, конечно, уже проработавшие себя.
А знаете, в чем застряете? Я поняла, на вас мороки наводят, чтобы вы не двигались к своей звезде. А вы, видать, знаете, обороты сбавили, а по чуть-чуть, если даже вообще все плохо, вы ползете. Но вы ползете туда, куда вам нужно. Вот. И вы этим выбешиваете своих недоброжелателей. Они вас согнуть не могут, понимаете? И за счет этой борьбы вы вообще обнуляете родовую свою деструктивную программу. Да, я же сказала, то есть не вините себя, что было, то было, и это кармические все эти моменты, да, это было, смотрите, вся магия, которая была наведена на вас, это было по карме, вам нужно было это пройти, дабы вы вошли в свою силу, вы обрели свои знания, вы связались со своим родом, вы получили магические способности, у вас этот дар должен был открыться через эту борьбу за себя. С камнями еще поработайте. У кого родственник Козерог, наладьте, старайтесь не сильно конфликтовать. Лев, Козерог идет почему-то мне, и Дева. Вот. Мама или папа, да, или же там, в общем, смотрите, кто из родственников вот этих знаков зодиака, мужчина или женщина, и именно эту ветвь вы будете в своем роду прорабатывать, именно к ним обращайтесь, у них помощи просите. Они вам как в поддержку идут, они вам сил придают для этой борьбы. Но вы тут в союзе с кем-то будете, либо же это ваш род, да, это ваш род. Слушайте, на этот Самайн, ребята, к вам очень много кто из рода придет. Исцелять вас будут, да, исцеляться будут вот старые вот эти вот деструктивные программы. Так, на кого делали вольты, это все обнулится. Руникой работаете и дальше. Угу. И еще что? Да, в дорогах будут у вас работы. Ой, ребята, тут и боги, и ваши предки. И знаете, какой мой вам совет? Когда будете проводить ритуалику, вы должны быть наедине сами с собой. То есть, чтобы вас никто не трогал, потому что и даже не был с вами рядом, давайте так, 7 метров возьмем. Почему? Потому что возле вас будет очень огромное скопление и душ, и сил, и божеств, и неизвестно, как на других людей это повлияет раз, и, в общем, это все должно только ваше быть. Поняли, да? Если кто в этот момент будет находиться в вашем пространстве, могут на себя перетянуть. Или по голове получить. То есть тут осторожнее нужно быть. Защиту получите, знаете, от чего? От того, что у вас была любовь несчастная. То есть, знаете, были отношения с деструктивными партнерами, с токсичными личностями. У вас такая защита колоссальная будет, что уже никакая падла просто, приворот на вас не просто не ляжет. Та падла только попробует его сделать, даже подумает кому-то поехать вас заказать, ноги себе попереломает. Да, это все выметается. Угу. И вы освобождаетесь. Блин, второй вариант. Я просто, за вас несказанно рада. Почему? Потому что здесь, прежде чем получить вот эти плюшки, люди свое отстрадали, люди отмучали, люди отплакали, люди провели определенные аскезы, люди пахали. Возможно, даже этого никто не видел и не знал. Но, судя с того, что здесь вот я вам сказала, вы это заслужили. Да,
Ребят, тут род просто на вашей стороне, он, ну... Угу. Истина раскроется. Вот все предательства, все обманы, все это со временем у вас, да, не скажу, что быстро, там, возможно, в течение года, полутора, будет постепенно вот вся вот эта вот гадость вылазить, вы будете узнавать по поводу этих конфликтов, кто сделал, что сделал, почему так произошло. Почему у вас были ссоры? Почему, допустим, кто-то от вас ушел из ваших, возможно, партнеров? Потому что там на привороте было. В общем, все ваши недоброжелатели. Эх, просто... Знаете, вот тут я вам хочу сказать так. Та сила, которая прибудет с вами с момента Самайна... Я не завидую вашим недоброжелателям, вообще всем. Это не обязательно именно те люди, которые, ну, вы там их помните, да. Это вообще все люди до этого момента вашей жизни, которые вам делали западловича. Будут отгребать все. И всех из прошлого, кто будет появляться, случайно встречаться. Защиты выставили, внимательно послушали и забыли об этом человеке. А слышать вы будете, ой, как много, о том, как у них не сложилась жизнь, как их мнут обстоятельства и как им хреново. Если встретите довольно такую персону, знаете, оборзевшую в свое время по отношению к вам, ну так и можете в открытую сказать, ну так, а помнишь? Дружище, с свечами поработайте, свечи принесите в подношение местам силы. Можете так прямо и сказать, ну, ты просто сейчас получаешь то, что ты заслужил. Помимо меня, то, что ты обидел, я уверена, там, ты еще насрал многим людям. Получай, распишись. Это то, что ты заработал. То есть, ну, кто желает, прям в открытую, не бойтесь высказать это все. У вас защита будет колоссальная. Кто бы вам что там не делал, будут просто, ну... уходить с орбиты Земля, понимаете? Они, ну... Ну, тут классный вариант, конечно. Здесь только поздравления мои. Так, и смотрите, от чего вас предупредить хотят еще? От чего... предупреждение, да. Это так просто, ну, потоково пошло, и, ну, блин, здесь просто, ну, оракул теней шикарно показал именно ваше движение. Вот эти моменты, когда, видите, это две силы, это ваш род, и это боги, и ваша звезда, ваши способности, ваши навыки, ваша магическая сила, интуиция, здесь все просто, ну, просто вы меня поняли, да, я действительно за вас очень рада. Это ждет каждого, кстати. Каждого из тех, кто работает над собой. Итак, последний вопрос. От чего предупреждают? Ага, смотрите, возвращение людей из прошлого, бывших партнеров, захотят ваш ресурс подожрать. И знаете, о чем здесь речь? Угу. Да, типа приятное время провести, по шуту дураку, бывшие партнеры, короче, со стоячим писюном, извините меня за выражение, но как есть. И знаете, в чем здесь момент? Захотят быстро, чтобы развивались события. Вы там, ну, элементарное скажете, извини, я там занята, да, сегодня, может, вы вообще там практикой занимаетесь, там что-то вам надо из ритуалики поделать. А оно вам... Да не, давай, побыстрее, давай с тобой встретимся, я так за тобой соскучился, я без тебя не могу. Там, ну, это я как пример вам привожу, вы поняли. То есть, ну, вот это дерьмо, извините меня, слать восвояси. То есть, как только идет нарушение ваших личных границ,
И вообще запомните, любой человек, который вас каким бы то ни было методом, способом, словами ставит в выбор, что вы должны выбирать, и это вам неприятно, этот человек должен уйти из вашего пространства. И это факт. Вот так вот. Итак, на Таро Вередника сейчас подсказки еще уточним. Да, там скрытый умысел будет. То, что я и говорила, с людьми из прошлого и даже из настоящего. Но тут из настоящего не показывают. Здесь люди из прошлого идут. Что-то они вам, возможно, захотят предложить, чтобы, ну, совместное какое-то вот отношение, бизнес, дело. Не соглашайтесь. Там скрытый умысел, лицемерие, у вас защита будет, вы поймете, с чем пришел человек и чего он от вас хочет получить. Угу, отравить вас захотят. Причем кого-то в прямом смысле слова, знаете, как, ну, подлить, подсыпать в еду вам что-то. Они они сразу же тут и по голове получат, тут же. Вот только вы откажете, только вот, допустим, явился человек из прошлого, знаете, там, привет, как дела? А вы в ответ тратите на него 2 секунды и кладете трубку. Буквально в этот же день человек получает обратку. Что я вам еще буду рассказывать, ребята? Очень следите за всем, вообще прослеживайте до конца этого года, даже до 21 марта 2021 года, очень будьте аккуратны с людьми, которые вам что бы то ни было предлагают. То есть сотрудничество, да, там, тем более уж дела общие какие-то вести. То есть, ну, торопиться некуда, собственно говоря. Вам есть над чем поработать для себя, над собой еще. То есть, да, вот сейчас эти энергии через вас пройдут, вы пока там себя подсоберете после праздника. То есть, ну, вам есть чем заняться. Не спешите, просматривайте, сканируйте людей, подноготную их узнавайте. Не знаю, я там, нанимайте детективов, пусть и детективы частные вам помогут, если уж совсем. Ну, почему? Я считаю это нормально. Я считаю это вполне нормальным, потому что многие люди у нас привыкли жить и двойной, и тройной жизнью, и как мальчики, так и девочки. И, ну, доверяй, но проверяй, в общем-то говоря. Тем более, пройдя такой путь, какой прошли вы, ну, я думаю, вы теперь пока в хвост и в гриву не прочешете человека, желающего войти в ваше пространство, вы не будете уже разбрасываться своим временем, своими ресурсами, своими эмоциями. То есть, ну, и смотреть, человек будет ли к вам идти, ну, с равноценным обменом, или опять такое, знаете, вот то, не пришей к одному месту рукав. Вы поняли, о чем я. На интуицию вашу накладывали какие-то работы, чтобы это все... Может быть, вы даже болели. Или, знаете, был такой посыл, вроде бы как ощущение того, что заболел, а симптомов нет. Тут на ваш 3-й глаз воздействовали. По менталу вас пробивали. Ну, поработайте и вы по менталу, ребят. У вас тут нормально силенок.
еще на местах силы, если по менталу проедетесь. Я думаю, будет очень шикарно для вот этих вот отщепенцев, которые вам... Смотрите, вы известие и по менталу какое-то получите. В общем, смотрите, второй вариант. Пишите ваши комментарии, у кого какие истории. Будет интересно мне ознакомиться, почитать, как у кого что проигрывается и проигрывается ли. Так, благодарю вас за просмотр. И второй вариант. Пока-пока. Итак, третий вариант. Приветствую вас. Ой. Итак, третий вариант. Приветствую вас. Сразу по ошибке голубой камушек взяла. Посмотрите еще первый вариант. Голубой камушек. Там информация для вас, значит, будет. Так, третий вариант. Смотрим на старших арканах общую картину того, о чем вас хотят предупредить хранители вашего рода. Ну что, здесь забирают ваши магические способности, ваши ресурсы, вашу надежду. Крадут у вас вашу надежду, радость. Обнуляют все это. Если вы думаете, авось пронесет, не пронесет. Здесь крадут вашу веру. Хотят, чтобы вы разуверились в том пути, который вы выбрали для себя. Вот вы знаете, что-то себе наметили, а в последние 3 дня, возможно, уже, знаете, сидели такие и думали, да что-то и не сильно получается, может, это вообще не мое. Так вот, вот эти мысли не ваши, а путь ваш. И пытаются вас убрать из этого пути. Еще и перевернутое это. Да, обнулить вашу связь с родом хотят. Угу. По мужской линии еще с родом, с вашим, хотят вам связь убрать. Также, возможно, хотят, знаете, здесь что может быть, чтобы вы как-то себя неблаговидно повели в обществе, либо же там пить начали, употреблять что-то, либо же у вас там беспорядочные связи какие-то начались. В общем, знаете, здесь еще как хотят вас опорочить, вот еще что идет. Смотрим дальше. От чего вы сейчас очищаетесь? От чего идет очищение? Смотрите, ребят, здесь вам делали на пьянку. Здесь, вот это я точно могу сказать, что вы очищаетесь от старых связей, приятное времяпрепровождение, друзья, подруги. Вам это как будто бы вот все, вы не видите смысла в том, в чем для них есть смысл, понимаете, вот. Вы в свою силу как будто бы вот входите. Вы берете курс
на свое саморазвитие. Кто в магии, те открывают себе способности магические, интуицию, дар предвидения. Какой-то вы секрет еще узнаете. И, скорее всего, этот секрет касается того, кем же вы должны быть в этом мире. Что на самом деле в вас заложено, вы здесь узнаете, на что вы способны. И ваши способности эти на порядок выше тех, с которыми вы общались ранее. Вот эти люди, они на ступени 12 ниже вас. Вы открываете здесь себя. А эти люди вас тянут вниз, понимаете? Они вам они не хотят, чтобы вы вошли в свою силу. Они вас как тянут назад. Понимаете, у меня картина того, что вот вы еще не до конца со своим прошлым разобрались. Вам нужно рубить. Вам нужно по башне просто обнулять отношения с людьми. И здесь компания, здесь друзья как выпадают. Коллеги по работе, это также и работа может быть, но с этими коллегами, то есть, момент прибухивания присутствовал. И знаете, такой вот, в дружеской обстановке как бы. Так вот, эти товарищи, они вам, не друзья. Вы как очищаетесь от них. Так, к чему вы стремитесь? Куда ваши стремления идут? Еще раз повторюсь, посмотрите первый вариант. Вот с этим камушком. Там у вас и партнер, и, в общем, подсказки для себя вы получите и по вот этим людям. Так, к чему стремитесь? Вы хотите осуществить все свои планы, заключить с кем-то выгодное сотрудничество, партнерство. Но знаете как? В вашем случае я вижу, что у вас движение к вашим силам, к вашим магическим способностям, если хотите, проходит очень быстрыми темпами. У кого-то на это уходило, возможно, из вашей компании несколько лет, у вас уйдет всего лишь несколько месяцев. Здесь идет укрепление связи с вашим родом. И в этом направлении у вас есть планы. Вы идете за своей мечтой. Так, смотрим, куда у вас движение идет, куда вы движетесь. Смотрите, 2 звезды, вообще прикольно. Вы идете за своими мечтами. Да, у вас будут определенные дары от духа вашего рода. Вы получаете определенные способности и будете простраивать, знаете, это медленное, но уверенное освоение магии, либо же нового вашего дела, которое вам по душе. Вы будете заниматься творчеством. Если какая-то ситуация долго не могла разрешиться, теперь вы просто позакрываете гештальты, да.
И знаете, здесь главное, что вы только вот этих людей, с которыми только, ну, хорошо выпить, и посмеяться и повеселиться, а по факту они вам не друзья, не товарищи, отметайте из своей жизни. Движетесь вы, к своим дарам вы движетесь. От безденежья уходите и от разбитого сердца своего, от треугольников, от тех ситуаций, в которых вас не выбирали. Это и работа может быть, и партнерство, и дружба, и вообще любой аспект вашей жизни. Так, сейчас на оракуле теней посмотрим, куда же ваше движение идет. Ну, здесь, знаете, здесь, вот еще раз скажу, посмотрите для себя первый вариант. Там вам еще нужно кое-что доработать для себя. А здесь такой небольшой урок. Не скажу, что вам не будет больно. Ну, оно такое, знаете, не настолько глобальное. Но оно вам мешает. И, естественно, эти помехи необходимо устранять вам. То есть, ну, в этот самайн разрешится ситуация. Так. Куда там вас движут? Не бойтесь, пожалуйста, конфликтов. Больше уверенности в себе, отстаивайте свою точку зрения и не давайте другим людям возможности и вообще разрешения на то, чтобы как-то там занижать ваши способности, принижать ваше мнение, ваши слова, манипулировать вами, да, вот вы, допустим, хотите туда идти, а оно там говорит, да нет, туда пойдем. Тут больше уверенности для себя, и знаете еще какой момент? Здесь связь со знаком льва. Обратите на это внимание, поймете, о чем я. Ух ты! Ух ты! Меня просто вот эта вот книга, вот то, что я говорила в начале, открыто, да, вы видите вот эту часть, а на другой странице ритуал по вот этой вот вещи. Амулет называется Абракадабра. Поработайте с ним на этот самайн. Знаете, в чем прикол этого амулета? Он поможет вам избавиться от чего-то или чего-то нежелательного внимания, от людей, как я уже сказала, которые в вашем пространстве вообще не должны находиться. Они забирают у вас ваши ресурсы. Короче, смотрите, берете вот этот вот знак. Давайте я вам его ближе покажу. Надеюсь, вы себе его заскринили. А если не успели, поставьте на паузу. Смотрите, берете его, перерисовываете черными чернилами, либо же черной ручкой, там, в общем, кому как удобно. Кто перьевой будет работать, вообще будет замечательно. И на этом же листе бумаги вы приписываете то, от чего хотите избавиться. И в конце, естественно, пишите, да будет так. И так и есть.
Потом скрутите вот это все в такую трубочку. Обмотаете черными нитками. И завяжете на этой нитке 9 узлов. И вот этот амулет вам нужно будет проносить при себе, желательно на шее. И знаете, сколько вам его надо носить? Давайте, в общем, вы в Самайн его, если будете на местах силы, вы его как-то, ну, для себя подзарядите там, да? Ребят, 14 дней вы носите этот амулет. 2 недели. И воздействие вот этих вот лиц, их магии, на вас прекратится. Вы избавитесь от этого влияния. Почему вам зачитала это все? Ну, то есть, давайте, дабы не быть голословной, вот, смотрите. Этот знак и то, что я вам описала. То есть, ну, я в начале расклада эту книгу просто открываю. И вот она нам в такую вот помощь. Так что третий вариант. Такой вот вам ритуал. Ну, давайте посмотрим, как он для вас сработает. Он вам защиту даст от вот этих вот людей, которые на вас влияют. Вы думаете, что они ваши друзья, но и тем, кому можно доверять, но это далеко не те личности. Вот так вот. Да, в это полнолуние. Слушайте, вам в дороге нужно отправиться, ребятки. На местах силы поработать. Куда вы движетесь? Это вам защиту даст. Эту абракадабру, пожалуйста, сделайте. Кому ритуал не сильно подходит, пожалуйста, можете в интернете найти лично для себя информацию, продиагностируйте, как она для вас сработает. Но именно если вот вы попали на этот расклад, да, и я вам его дала, то для вас он сработает именно так, как я это сказала. Если внесете какие-то изменения, соответственно, ну, это уже не мои проблемы, как говорится. Пожалуйста, прежде чем делать ритуалику какую-либо, диагностируйте. Рунами, картами, маятниками, доской, чем угодно, в общем. Проводите диагностику, пожалуйста. Если сомневаетесь, то то же самое. Ну, ритуал. Глядите, говорю за ритуал, а карта ритуала выпадает. Так, видео пишется. Проверяю, потому что бывают моменты, когда мешают. Да, ритуалика. Ну, вам нужно поработать. Не одному, с кем-то нужно поработать. Ну, тут кармические моменты, и вы истину как какую-то для себя раскроете. А выметать вы будете свои страхи. Не бойтесь идти на конфликт с людьми, которые принижают ваши способности, ваши достоинства, вообще вас. Которые заставляют вас задумываться, а верным ли путем вы идете, которые сбивают вас с курса. В общем, вы от них и почиститесь, и вылезет какой-то момент, когда вы увидите их истинные лица. Этих ваших знакомых, товарищей,
что-то вам да откроется. А что вам откроется? Они ваши ресурсы забирали, влияли на вашу психику, манипулировали, знаете, как, возможно, там вводили вас в обман, в заблуждение, или, допустим, говорили А и не говорили Б, дабы вы сомневались в том, а правильно ли вы делаете, поступаете. Возможно, кто-то вам даже в ритуалике из ваших знакомых якобы делал вид, что подсказывает, а на самом деле там, ну, водил вас вообще в другую сторону. Так что будьте бдительны. Так, это куда у вас движение идет? Так, и о чем вас еще должны предупредить? Смотрим вам предупреждение. Будут бить по вашим эмоциям. Здесь люди из прошлого, которым вы, ну, вы их любили. Вы к ним искренне относились. И они через это, через вашу искренность, доброту, будут забирать вашу силу, ваши магические способности, перекрывать вам связь с родом, дабы у вас ничего не получилось, и вы почувствовали себя, ну, как они хотят, ничтожеством. И, ну, для чего это делается? Во-первых, из-за зависти, во-вторых, они хотят просто, ну, занять ваше место, быть выше вас. А как они могут быть выше, если, ну, вы это вы, и то, что вам дано от рождения, намного больше, чем дано им. Вот так вот. Смотрите, вам нужно проявить здесь выдержку, стойкость в этой ситуации. И смотрите, если вам что-то эти люди будут предлагать, какое-то совместное сотрудничество, либо вообще какое-то предложение, да, вам поступит от них, даже не вздумайте, через это они захотят вашу силу забрать, ваши магические способности, ваши дары, вашу фортуну там или деньги, самое элементарное, понимаете? Вашу уверенность вообще. И, ну, знаете, они так как-то будут вас вводить в ситуацию, когда давай-ка быстро решай, да или нет. Вот, мне нужен твой ответ сейчас. Здесь знаете, что мне идет? Здесь как будто вот ваш бывший, не бывший, не знаю, еще нынешний, но вот эти последние 3 дня, это вот, ну, на вас влияние идет от этих людей. Здесь этот человек хочет превосходить вас и будет забирать ваши крадники, тулить, денежный канал перекрывать, а вас сплетни распускать, дабы казаться лучше, чем он есть на самом деле, а вас, знаете, в грязь стоптать. И здесь еще вот момент такой, смотрите, кто занимается ритуаликой со своими якобы друзьями, обратите внимание, здесь будет предложен ритуал, якобы давай вместе поработаем, там поможем квиренту, к примеру, да, только быстро решай, а на самом деле, ну, там стяги будут идти. На вас стяги будут, ну, то есть вам преподнесут это как помощь для кого-то якобы, понимаете, а сами проведут ритуал, чтобы стянуть ваше для себя. Знаете, что они хотят? Они хотят, давайте сейчас вам объясню на пальчиках. Давайте возьму вот эти камушки. Вот вы, да?
вот этот человек. Что он хочет сделать? Давайте. Вот. Давайте объясню лучше. Вот ваше место в этой вселенной. Вот его место в этой вселенной. И он сам. Он хочет занять то, что принадлежит вам. Ваше место в этой вселенной, галактике, как хотите называйте, забрать ваше. Здесь идет подмена судьбы. Если хотите, вот так вот еще. Здесь идет подмена доли, крадники вашей судьбы, лучшей для себя, чтобы вы сидели в его, а он занял ваше. На самом деле это очень опасная штука. И выгребти из нее не так уж и просто. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста, с вашими друзьями, товарищами, сородичами и соплеменниками. Так, и сейчас на Таро веретника уточню вот эту вот картину маслом, хотя что здесь уточнять? Вы к ним искренне, а они, видите, там мешок дерьма по отношению к вам за их спиной. А сами в лицо, видать, улыбаются. Да что вы! И даже если вы говорите человеку: слушай, давай ты не будешь со мной больше говорить в таком тоне, или ну давай ты как-то по-нормальному общаться будем. Он: ой, ну если я тебя чем-то обидел, я не хотел, извини, пожалуйста. То есть человек может не гнушаться и такими фразами, но как только вы ему это выскажете, у него включается белка, что вы все распознали. И он начинает на вас просто, ну, вот такую махину запускать из сплетен, как бы, чтобы вас очернить. А на самом деле работает и работает по вам, забирая ваше. Ну, это ваш путь учения в этой жизни, чтобы вы научились распознавать, кто вам друг, а кто вам враг на самом деле. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ты посмотри, что делается. Или делайте оберег, или оберег у вас уже есть. Расплату эти ребята получат. Они будут стоять на распутье за свою подлость. А что там? У них, я смотрю, помощники есть. И... А с них защиты сдернут. Если у них есть духи-помощники, их уберут, аннулируют, и магические способности у этих людей со временем заберут, если они не остановятся. Да, вам помощь будет от высших сил, от вашего рода, да, удача. Удача, ребят, на вашей стороне, плюс у вас, возможно, появится наставник, человек, который действительно вам подскажет. Возможно, этот расклад для вас уже будет являться как такой подсказкой, тем более ритуал. Ну, раз так выпало, я не могла вам его не озвучить, этот ритуал. По второму варианту также выпадала эта карта, но там второй вариант несколько другие уже энергии, силы включены, то есть... Там другие моменты нужно проходить. Поэтому я именно для третьего варианта озвучила этот ритуал. Да, предки, духи рода с вами, они вас слышат. Просите у них, чего вы хотите, молитесь им. Ну, знаете, как молитва здесь. Разговаривайте с ними, общайтесь, понимаете, настраивайтесь на них. Договор, заключайте с ними договора, ну, то есть вы им что-то, они вам плюшки подкинут. Ну, этих товарищей, этих недоброжелателей пробьют по 4-й чакре, по их чувствам, их через третьих лиц. В общем, другие люди к вот этим вашим недоброжелателям, с ними поступят точно так же, как они с вами, но на их уровне, понимаете?
ударят настолько сильно, чтобы у них болело сердце, как у вас от этого предательства. И сердце будет болеть, ну, в 9 раз сильнее, потому что время сейчас интересное, каждого ставят на выбор и наблюдают, кто что выберет, кто куда пойдет по своему жизненному пути. И в зависимости от этого и получают люди то, что получают. Кто хорошее получает, ну, сами понимаете, люди стараются, да, люди живут по-нормальному, как бы. А кто, извините меня, ну, говно ложкой хлебает и не вылазит из этого, то делайте выводы. Если у человека постоянные какие-то контры с кем-то, человек в каждом видит какого-то недоброжелателя, там, и готов напасть, и не гнушаться никакой магией ради денег, допустим, то, ну, таких сейчас будут, ну, просто накрывать. Это не их время, все. Да, вы со своим путем определитесь, куда вам идти. Тут главное не зависать в вот этих энергиях чувственности, себя не жалеть и следовать своему пути предназначения. Они выбирают путь, смотрите, они вас, ой, сколько клеветы будет. За эту клевету еще и получат, очень сильно получат свыше. За свою жадность, потому что вот это все делается только из-за жадности, из-за зависти. А вы этому человеку попали, знаете, как искушение, проверить его на вшивость. И знаете, вот эти люди не прошли своей проверки. Вот так. Смотрите, им закрывают все каналы пути подхода к обучению магии, к связи с родом. Как я уже и сказала, все у них, да, у них закрытие их магических способностей, они какие-то планы на благополучие простраивали, ну там для людей деньги не последнее место имеют. Ничего не получат. А у вас, смотрите, вы откровения получаете о том, что через магические способности, через практику свою вы обретаете свою новую жизнь, свой путь. У вас просто реально новая жизнь. И у тех ваших недоброжелателей будет тоже новая жизнь, и они получат это откровение. Только понимаете, ну, кто с чем магию и для чего использует? Угу. Хотят они, не хотят, будут барахтаться, сопротивляться, получат еще больше. До тех пор, пока не смирятся с этим. Да, за их скрытый умысел очень много работали по вам. Или работать собираются. Но тут я вижу, что уже это произошло, понимаете, ну... Они еще хотели каких-то известий получить, чтобы узнать, что вам плохо, что их ритуал сработал. Угу. Да, о том, что, возможно, вам там, ой, магия у вас не получается, да, или с родом связаться не выходит. Они ждали этих новостей, что вам плохо. А вы защиту получили за свою духовность, за то, какое решение вы приняли. А решение, скорее всего... Ну, вы приняли решение работать с темным миром, перестали этого бояться. Ну, с миром темных, блин, как еще это можно вам сказать? Ну, с Навью давайте, допустим так, если кто боялся, себя преодолел. Отчасти вы даже этих людей простили. Угу. Власти над вами хотели, свои проблемы на вас перекинуть. Ой, мороки напускали на вас, чтобы вы сомневались в себе. Да, хотели на вашем горбу в свой рай въехать. Ну и что, высший суд им в помощь. Отхватят по 1 число. А вы под защитой. Да, смотрите, атака из не была, через кладбище, скорее всего, работали.
неупокоенных к вам подселенцев пускали. Угу, чтобы вы в треугольниках были, чтобы люди вас предавали, чтобы вы подобных себе не находили. У вас еще есть время распознать всю эту ситуацию. Попросите у предков, пожалуйста, подсказки, во сне вам покажут. Дары судьбы вы ваши получите, но знаете, в чем вам нужно признаться? В том, что вы тратили свое время не на тех людей. Вы доверяли не тем людям. И если такие персонажи притягиваются в вашу жизнь, значит, вы что-то не проработали в себе. И знаете, что вы здесь не проработали? Во-первых, уверенность в себе – это раз. Уважение к самому себе – это два. В общем, не позволяйте никому принижать ваше достоинство. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Тем более вот таким звездунам. Понимаете? Когда в глаза улыбается, а само за спиной нож на вас натачивает. Ой. Хотели забрать, понимаете? Как хотели забрать? Еще хотят забрать. Почему? Потому что здесь предупреждение вам идет, что они хотят, что планируют. Вот то, что вам дано свыше, понимаете, ваше, я же говорю, вашу судьбу, вашу связь с родом себе перетянуть, поняли? А вы, чтобы остались без ничего. Чтобы жили там серой такой мышкой, а они все приятные вещи с этого мира собирали за счет ваших ресурсов. Блин, я короче. Вы должны простить этих предателей, знаете для чего? Для того, чтобы отпустить. Не тратьте время на гнев на этих людей. Знаете, чем займитесь? Чистка с обраткой. Обрыв каналов. Чистка обратка, обрыв каналов. И так до тех пор, пока вам не придет известие. Поверьте мне, придет. Знаете, как такие известия приходят? Что ваши ритуалы хорошо работают. Да, у вас будет новая жизнь. Еще там свои будут моменты. Знаете, в чем момент? Вот, допустим, вы сделали ритуал, да, уже там вообще набрали курс на свою... на свою вот эту вот звезду, видите, как человечек идет на полярную звезду. И тут везде чаща леса, а ему как дорогу подсвечивают. Вот. И вот вы сидите, допустим, там вообще уже и забыли об этих людях, к примеру. А человек нажрался, в смысле напился, и звонит, молчит, и еще и заговоры какие-то читает, понимаете, на вас. То есть это признак того, что, все, бесы его, под которыми он сидит, привели его к вам, дабы вы знали о том, что справедливость рано или поздно восторжествует. Да, смотрите, замораживают все ваши вот эти вот начинания, все ваши... А вы вот знаете, вы вот, с душой, вот к своему какому-то делу, к тому пути, который вы выбрали, вы с душой, со всем сердцем, с любовью, понимаете, делаете свое творчество, свою работу. Они вот это замораживали. Король мечей, королева жезлов. Тут подружки, друзья. И все из-за денег, блин. Ой, в общем. Третий вариант. Будьте бдительны. Во всяком случае, это быстро, кстати, что-то еще быстро происходить будет, поэтому... Поработайте на Самайн. И все у вас получится. Преодолеете и это.
У вас просто сейчас идет зачистка. Ну да, я поняла. Ой, у вас идет зачистка людей из прошлого для того, чтобы к вам вошли новые люди ваших вибраций. Вы поднимаете себя, а ваше окружение на порядок ниже, и вам там некомфортно, неудобно. И не надо думать, что это вы какой-то отщепенец. Нет, это просто не ваши люди, это не ваши обстоятельства, это не ваши друзья. В тот момент, когда вы были друзьями, вот то была ваша карма, вы проработали. Они где-то там остались. Это их выбор, это их путь. У вас иной путь. Да, возможно, придется побыть наедине с самим собой, прежде чем вы встретите этих людей. Но это путь аскезы, значит, это вам нужно пройти. Да, дабы преодолеть это разбитое сердце, тройку мечей свою. Будете работать над этим, вы рук тут не опустите. Да, заниматься будете творчеством, своим делом, отвлечетесь и как раз, пойдете по своему пути. Вы там успехов очень больших добьетесь. И уже свою территорию будете охранять. От мороков, от оморочек, от воздействий на вашу психику идете вы в своего верховного жреца. Закрывайтесь, кстати, еще от обманщиков, от манипуляторов и поснимайте крадники с себя, пожалуйста. То есть, здесь, смотрите, по третьему варианту я вам, конечно, очень много чего уже дала, просто, выполнить. Из вот этого повешенного состояния выходите. Если вы думаете, что вот эти люди... то окружение возле вас, которое есть, и которое крадет у вас ваше, как единственное, может, там отдушина для вас, меняйте этот приоритет. Это не ваше место, не ваши люди, не ваша дружба. Идите к своей звезде, пожалуйста. И никому не позволяйте красть ваши ресурсы. Никому. Отстаивайте свои границы. Как физически, так и ментально, и психологически, и магически. Вот так вот. Оставлю вам вашу звезду. Сегодня у всех 3 вариантах карта звезда просто у нас на первых ролях, поэтому... Мечтайте, господа, мечтайте. И стремитесь к вашим мечтам. Вот. 3 вариант. Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, рассказывайте, как проигрываются ваши ситуации. Вот. И давайте я так скажу. Добра вам этого мира. Пока-пока.